Тимоня, дружочек. А мы хотели снять пересадочку. Можно? Спасибо, дорогой. Да, сейчас. Ложись, ты так хорошо лежал. Ну все, началась истерика. Место. Ты же говорить ничего не будешь. Молодец. Добрый день, друзья. Хочу показать вам сегодня 4 орхидеи. Причем они на канале у нас давно. Первые показы были прошлым летом. И пересадки их тоже я показывала. Но эту пару я все время показываю вместе. Во-первых, они посажены в разный грунт. Леди Мармелад растет в керамзите с циафлорой, а орхидея Toleration растет в коре. Но мы эти 2 посадки делали для того, чтобы посмотреть, как растут корни в том или ином грунте. Но самое важное в этих орхидеях то, что они посажены с торфяными стаканами. Вместе в грунт с торфяными стаканами. Потому что так много всегда нареканий на торфяной стакан, что именно от торфяного стакана орхидея погибает. Эти орхидеи были приобретены в размере 1,7. Это размер стаканчика в дюймах. Но и сами орхидеи, обычно 1,7, они тоже маленькие по размеру. И мне пришлось их дважды уже пересаживать. И обе пересадки я вам показывала. Первый раз мы посадили в горшок размером 0,6 литра. Они очень быстро выросли. И мне пришлось их пересадить и опять же вам показать в горшок 1,6 литра. Орхидея Toleration цвела. Правда, у нее был всего 1 цветок. Но после этого, и после пересадки, и после того, как она отцвела, она как-то замерла и ничего не делает. Ни лист не растет, ну, корешки есть, раскукленные. Вот даже в коре они растут выше посадки. То есть и в горшке есть корни, и сверху есть корни воздушные. Точно так же, как у орхидеи Леди Мармелад. Могу поднять, показать горшок. В горшке и даже сквозь горшок, сквозь отверстия нижние в горшке проросли корни. Корни есть и там, и растят они корни так, как им хочется. И в горшке, и выше грунта. Но как бы с Леди Мармелад все понятно. Она выпустила цветонос и сейчас наращивает 3 бутона. 3 бутона тоже хорошо для такой маленькой орхидеи. А вот со второй орхидеей какая-то проблема, как мне казалось, до сегодняшнего дня. Нет листиков. Ну, понятно, когда орхидея собирается зацвести, листики не растут. Ну, или очень редко. Очень бывает редко, когда орхидея может сразу и растить корни, растить листья, и растить цветонос. Здесь ничего не растет. А здесь-то почему? Ведь все прекрасно, как бы. Орхидея-то жива, здорова, с корнями. И вот только сегодня я увидела, что эта орхидея тоже выпустила цветонос. Он там крошечный, но он появился. И стало все понятно. Перед цветением орхидея как будто замирает. То есть набирается, наверное, сил для того, чтобы зацвести.
Ну а как они растут? Я бы сказала, что одинаково. Что в коре, что в керамзите. Разницы, вот такой глобальной разницы я не вижу. И еще две орхидеи. Это Black Piano, а это Санта-Клаус. Эти орхидеи были в маховых стаканах, тоже такого же маленького размера, тоже 1,7 дюйма горшок. И я их тоже посадила, но просто в разное время. Если эти орхидеи я все время вам показываю вместе, а здесь была разница, ну, буквально в несколько дней. Но все эти 4 орхидеи были пересажены последний раз в январе. И эти пересадки я показывала. Если будут появляться ссылки в правом верхнем углу экрана, я вам хочу показать, как я их пересаживала, с какими корнями. И тоже одна посажена в керамзит с циофлорой, другая посажена в кору. Смотрите. Вот орхидея растит корни так, как ей хочется. Вот почему-то все уверены, что если орхидея посажена в кору, то все корни будут уходить в горшок. Нет, орхидея привыкла расти с воздушными корнями. И она их, если ей нужно, она их растит в горшок, внутрь горшка. Если ей хочется, она вот так вверх их растит. Как хочет, так и поступает. Заставлять орхидею делать что-то, заправлять корень в горшок, я этого не делаю. Растут активно. И та, и другая. И у орхидеи Black Piano, это очень красивая бабочка, сейчас появились новые корешки от шеи. Вот здесь, если будет видно, там тоже наметился рост корня. Я, честно говоря, не ожидала, что с января по май вот так будут активно растить корни. И опять получается, что не угадала с горшком. И мне нужно пересадить эти орхидеи в больший горшок. И вот я о чем хочу вас спросить. Хотите посмотреть эти пересадки? Хотите посмотреть, как корни растут внутри, которых мы не видим, в горшке? Это можно увидеть только при пересадке. Если вам это интересно, напишите мне в комментариях, и тогда я покажу вам пересадку этих двух орхидей. А так, опять корни прорастают через нижнее отверстие в горшке. Здесь корни складываются внизу, закручиваются. Но тоже есть корни в ножках горшка. А здесь тоже есть отверстие, и очень скоро они прорастут туда. Нужно пересадить вот эти длинные корни, заправить все в горшок. Орхидеи при пересадке весной, да еще и с такими растущими корнями. Смотрите, как интересно растет корень. Он снизу растет вверх. Так вот, весной и с растущими корнями орхидеи с наименьшим стрессом переносят пересадки. Пишите, если интересно, я вам все покажу. Вот так растут орхидеи и в керамзите, и в коре. Жду ваших комментариев. До новых встреч. Увидимся на канале. Подсматриваешь? И мурчишь. Не мурчит. Я себя хорошо вел? Хорошо. Молодец. Молодец. Хорошо. Все было хорошо. Смотри, сейчас шлепнешься со стола от избытка чувств.
Нет, скажи, это от любви.